Итак, ребята, всем привет! Уже 27 у нас марта 2025 года. В последнее время меньше записываю. Роликов особо как-то не очень тянет к съемкам. Но в этот раз у нас есть повод заснять видео одного из моих любимых форматов. В формате путешествия будет это видео. Мы отправляемся сегодня ночью в Арекипу. Арекипа — это очень живописный город в Перу, такой белокаменной архитектурой, окруженный вулканами, очень красиво смотрится, и богатой историей. Очень такой важный город для Перу, и многие перуанцы, с кем мы разговариваем здесь в Лиме, они говорят о том, что это там один из самых красивых и, как сказать, интересных, наверное, городов в Перу даже для жизни. Многие, кстати, отмечают то, что Арекипа достаточно чистый город, но мы это обязательно проверим. В этот раз мы организовали тур, точнее нам его будет организовывать компания, туристская компания, вплоть до заселения, до всех экскурсий, трансфера. И это обошлось на человека 307 солей, то есть где-то в районе, наверное, $80 это все стоило. Завтрак, 3 ночи, трансфер и гид включен. Дополнительно нужно будет платить, за билеты. Если где-то входы в национальные парки, там везде все платно, конечно же, как и у нас. Вот такой взяли мы отель, Эль Балкон называется, он на букинге, сейчас от $40, по-моему, начинается ценник. Двухместный номер с одной кроватью. Ну вот, наверное, у нас такой будет. от $39. Мне показалось, что весьма неплохо. Лисет еще с вечера собрала себе рюкзак. Мы только с рюкзачками летим. Ну а я, как всегда, в последний момент собираюсь, поэтому я еще не собрался. Тоже с рюкзаком особо собирать нечего. Вот одежда, то, что на мне будет. И плюс какие-нибудь там дополнительные сандалики, шлепки точнее. И там одну футболку дополнительно и, может быть, штаны еще. Все, я больше ничего брать особо не буду. Возьму только пауэрбанк, это обязательно. И на этом все. 1,5 часа лететь до Арекипы. Билеты стоили по $35, то есть $70 туда и обратно на человека. Летим мы с ребятами, с Александром как раз и с его женой Милагрос, моим земляком из Курска. Летим вместе в этот раз. Забрал только что из стирки. Свои вещи свежие, пахнут супер. Лисет пакует свои. Всем привет, mochila viajera. ¿Para qué tantas cosas y tanta ropa? ¿Para 3 días? 4. No, 3. 4. Viernes, sábado, domingo, lunes. No, lunes no. ¿Qué? Nunca lo comí. Demasiada ropa. Nunca es suficiente para una mujer. Ropa. Так, ладно. Буду свои упаковать. У меня все гораздо проще. Так, час ночи. Мы отправляемся. Вот наша команда сегодня. Смотрите. Дьявол оставляем здесь. Дьявол. Дьяволito. Ничего не видно, но мы в такси. Помашите рукой. Не знаю. Может быть. Видно, да. В аэропорту Лимы, Хорхе Чавес. Люди ожидают свой самолет. Девчонки спереди. Какие-то, мы их не знаем, да? Перуан. Магазины неизвестны. Макдоналдс. Знаешь Макдоналдс? Я знаю, вкусная точка. Вкусная точка все знают. Вот это Макдоналдс, не знаю, КФЦ. Знаешь? Мы там не питаемся. Cada momento. С Россией остался, сейчас сидим. Ну и кофе, капучино. Давай, смотри, пожалуйста. Ковбой. Перуанский. Каугер. Yes. Каугерл. Идем посадку. 4-я группа. Наш автобус. Загружаемся. ¿Quieres? Véose, amor mío. Долетели. Все нормально. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Такой у нас самолет 320 Neo Airbus. Всем привет. Всем привет. Доброе утро. Доброе утро. Такой аэропортик здесь достаточно небольшой, симпатичный. Ждем ребят. Вот они, наконец-то. Здесь попрохладнее, да, чувствуется такой воздух? Ну да.
Свежее. Свежее, да, прям свежее. Интересно, ночью как будет спаться. Отлично. Надеюсь, не сильно холодно. Классно. Прибыли к отелю. Сейчас 7 часов, 7:30. Не знаю, вряд ли нас заселят так рано. Но посмотрим. На первый взгляд вам покажу. Симпатично. Так, ну что, все, разместились, можно сказать, вещи остались. Сейчас пойдем куда-нибудь позавтракаем. Первое впечатление о Арекипе: сплошные пробки. Пробки продолжаются от аэропорта. Вот они и не заканчивались, по-моему. Потому что узкие улицы, машин много, пробки. Такие улочки интересные. Напомнила Гватемалу с Мексикой. Балкончики интересные. Где-то, видимо, мы рядом с центром историческим. Здесь надо попробовать ракота риджена. Это, знаешь что, перец фаршированный. Острый, да? Ракота вообще островатый перец, да. Я Пробовал? А где ты пробовал? В Лиме? Блин, да. А это прям вот местное блюдо считается, арекипское. А еще есть, называется блюдо чупе де камароне. Это типа, ну, супа из креветок, икра, рыбы похоже, да? Смотри, креветки сушеные к пиву, рыба, соленые какие-то. Это бонито, называется рыба. Форелька. Даже краб есть. Лисет нас повела есть на рынок завтракать. 11 солей стоит завтрак. Суп и курица с чем-то. Это примерно 260 рублей. Есть еще такие блюда по 18 солей. Съедобно, Саня? Жиденько. Ну, нормально. Нормально. Наелись жидкого супа. И приступаем к жидкому второму. Рис обыкновенный. Рис обыкновенный и курица. Немножко салатика. Картошка и курица. Так, ладно, погнали есть. Нормально, Сань, да? Курица вкусная. Ну, отлично. Давай, пошли. Клубнички, смотрите, сколько. 6 солей килограмм. Время 10:30 почти. Мы ребят оставили в отеле, а сами поехали на работе. Начальница Лисет попросила поставить цветы вот в Арекипе ее маме. Купили цветов. Сейчас поставим. Здесь вот так выглядит кладбище. Смотрите. Здесь есть люди, сотрудники, которые подсказывают, где находятся таблички. Вот таблички, видите? Вот так просто в минималистическом стиле. Называется Parque de Recuerdos, то есть парк памяти. Vamos a ponerte hermosa para ella. Te traje regalos. Смотрите, как люди украшают, видите, ставят лепесточки там. Красиво. Цветочки поставили. Фотографии Лисет взяла. Все убирают здесь. Чистота. И газончик подстриженный. Еще какая особенность. Здесь кувшинчики такие. И можно воду набрать. Как раз наполнить вот эти стаканы под цветы. Лисет пошла долить воды. Я смотрю вот эти монументы спереди. А там тоже, видимо, захоронения в них встроены. Ну все, мы свои дела поделали. Едем мы в отель. У нас есть время, где-то часика 2 отдохнуть. И дальше начинаются экскурсии. Все покажем. Смотрите, у нас здесь питомцы в отеле. Да? Я с черепахами давно имею дело. Привет. Вы уже походили, посмотрели? Ладно, потом посмотрим. Наша первая остановка, смотровая площадка. Такое известное достаточно место, смотрите. Площадь красивая. Cinco o 6 de la tarde y baja el sol. Ah. Cuando es invierno, es hermoso porque todo atrás. Да. У нас свой гид объяснил, что вот там 3 вулкана находятся. И вот это Иглесия, которой в основном принято отмечать свадьбу, справлять. Среди арекипенцев, или как правильно сказать. Сейчас зашло солнышко, стало прохладно. Холодно. Я уже тебе хотел сказать, зачем ты сказала про куртку. 30 градусов было днем на солнце. Куртка пригодится. Так, сейчас идем попробовать как-то queso helado. Это сырное мороженое получается. Не знаю, сейчас посмотрим. Смотрите.
Ну, говорят, что сыра уже в нем нет. Раньше был. Вкусно? Давай, here. Мне не очень. Не рекомендую. Как тебе? Неплохо. А мне не очень. День какой-то. ¿Te gusta, no? Tiene sabor interesante, А, sí. extraño, que nunca había probado. Нормальное мороженое. Не знаю. Обычное. Сыра я не почувствовал. Там нет сыра. Сейчас уже нет. Мы приехали еще в одно место туристическое. Не очень понятно. Все спали в машине. Что здесь? Cuando? 10. А, 10. 10. А, вот фигурки из камня. Местным перуанцам вход бесплатный, а нам, иностранцам, 10 солей. Такие вот фигурки каменные. Из местного камня. Прямо вот отсюда, из скалы. Вырезают. Смотрите, как интересно идет вот этот слой мела. И над ним уже такой более современный грунт. Вот наш гид, девушка рассказала, почему называется город, Арекипа называется город Белый город. Понятно, что из-за вот этого цвета мела, во-первых. Точнее, нет, это во-вторых. Во-первых, когда испанцы пришли, они тут смешались с местным населением, и из-за того, что вот они были белые, сначала назывался город как белых. Лос Бланкос. Он сначала назывался, город как бы белых. А потом его уже назвали Бланко из-за того, что из-за цвета мела. Ну, наделали они скульптур для туристов, Ага. чтобы поинтереснее было. А так, что гипс добывают. Они что-то грандиознее сделали. Да. Не такое маленькое, да, если бы что-нибудь прям такое. Тогда это было прям супер-супер. Видишь, у него цвет один есть такой розовый больше, да? Да. А другой белый. Работы продолжаются сейчас даже в прямом эфире. Вот смотрите, здесь ребята пилят камень. Куда-то Лисет ушла от нас далеко. Сейчас я наведусь, покажу. Вон она. Сколько лет они здесь накапливались, представляете? Просто миллионы лет. Смотрите, какой кондор из камня красивый. Большой. Панорама сейчас покажу. Вроде так кажутся они легкие, как, но на самом деле тяжелые с виду. Легкие, а так тяжелые камни. Так, ладно, мы возвращаемся. Набрались впечатлений. Поедем дальше. Только что закончился наш первый тур, первый день. Сейчас гуляем, вот в центре нас высадили, в самом. Смотрите, как красиво. Главная площадь, конечно, красивая очень. Очень красиво. Мне нравится. Выспался? Вся команда в сборе в ожидании нашего автобуса. Тишина такая. 3 часа ночи. A veces llegando ya encontramos fondo. Entonces de repente es un poquito menos para estar un poco más de tiempo. Туристы. Так, ребята, у нас первая остановка. Время в районе 6 часов. Здесь 3 вулкана. А ну-ка, еще раз. Otra vez. Здесь холодно, ребята. Здесь холодно. Кто поедет на вот сюда, как она называется, на Колку, нужно брать пуховичок какой-нибудь, куртку. Вот так я одет, смотрите. У меня термобелье и кофта вот такая. Холодно. Долго не проходишь. Такие вулканические камни уже видно. Смотрите. Уалька. 6 километров. Вулкан Сабанкая. 5980. И вулкан Ампато. 6200. Обалдеть. У нас только солнышко встает. Я думал, здесь меньше. Здесь почти 5 километров, поэтому колбасит так. Я думал, здесь километра 3, там Ну, чуть не. сказал, это наивысшая точка, где мы будем. Это где? Здесь. А, это здесь наивысшее?
Потому что колка он 3 с чем-то. Один дымит, она сказала. Один из них дымит. Сейчас. Активный вулкан, да. Так, идем на завтрак. О, кофеек. Так, наш завтрак. Сок папайя. Кофе. На выбор, правда. Чай, кофе. Есть из коки чай. Хлеба. Это масло с джемом. Погнали. Что мы поели? Сейчас отправляемся дальше. Давайте посмотрим, что там за углом горы. Прохладно, но терпимо. 3640 здесь высота. Первая смотровая площадка. Еще одно место. This is sancayo fruit, the sour fruit from the cactus. Коматуна. Ой. Como tuna, sí. Como la pitahaya, pues. Оу! Por aquí le preparan la bebida. С ним готовят колька саур. Блин, он кислый такой, капец. También tenemos sin pisco, solo jugo. Вот еще одна небольшая провинциальная деревушка. Люди здесь занимаются только вот торговлей. Для туристов, я так понимаю. И продают вот колька саур из кактуса. Смешанный из писка, сок. Такая деревушка. Маленькая. Симпатичная. Смотрите, церковь потрескалась. Наверное, из землетрясения. Здесь очень сейсмически опасная зона. Сейсмически активная зона. Сказала, что город 5 сантиметров каждый год углубляется, почему-то тонет. А, да? Какое-то, да, геологическое, как это называется, явление. Явление? Да. А, то есть проседает или что? Проседает, да, 5 сантиметров в год. Болота Может быть, какие-то? Фундамент треснул. А, может и поэтому. Ну, плюс еще и сейсмоактивная зона тут. Да, плюс еще за 40 лет получается 2 метра За 40 лет 2 метра просело, да? проседает. Ну, на вход в полку 70 за билет, 70 солей с иностранцев, с латиносов, 40 с местных, 20 и студентов 5 солей. Вот с картой здесь, даже с такой картой иностранца, она считается как ты как перуанец, по сути. 20 солей получается. Вообще отлично. Заплачу 20 вместо 70. Каньон Колка. Наконец-то мы добрались. Спустя столько времени нашего путешествия. Весь в облаках под соль. Не будет сегодня, да? Мы уже давно стоим. Здравствуйте. Прямо бездна. Да, вообще. По-моему, они сидят, да? Кто? Он другой, не сидят. А, да. Нет, они сидят, только они сидят как куры. Он крылышки размял и опять сел. Хвостик почистил уже. Это какой-то белый, другого цвета. Вот, белый это взрослый. Да? Коричневый молодой, А, черный с белым это взрослый. у вас какие познания глубокие. Ну, хороший. В кондорах. На слитном сказал. 3 метра размах крыльев, 3 метра. 5 килограммов мяса. Кидает. Нет, ест он за раз. А, есть за раз. Может обходиться без еды месяц. Верные очень птицы друг другу. Если сходятся, то это навсегда. Навсегда. Ого, интересно. Да, обязанности по уходу за птенцами пополам. А у нее даже гребешок есть? Видно. Там. У вас русский гид, да? Нет. Нет? Английский? Высота здесь 3675. Не хотят сегодня летать кондоры. Опа! Ну вы дождались. Немного, но все же. Ну вот, немножко повезло. Чуть-чуть хотя бы пролетел этот кондор. Пойдемте прогуляемся туда вниз. Посмотрим, что там интересненького. Какой кактус красивый. Смотрите. Здесь еще один пятачок. Вот такой. Вот оттуда я спустился. Ну, дальше, наверное, уже не пойду туда. Сегодня везде облака. Получается 3800 метров. А каньон, американский Гранд Каньон 1700 или 800 примерно.
что сказать? Облаками все затянуло, ничего не видно. Кондоры не летают. Проснулись мы в 2 часа ночи, чтобы приехать и посмотреть на это. Меня не впечатлило. О, кстати, слушай, тут было 3, теперь 1. Перелетел тоже. Ну, они вот Туда места- перелетели. с места на место. Да, перелетают. Говорят, из-за того, что сегодня не солнечная погода, Ну да, потому что, может, и облака тоже, им не видно самим. они ж, наверное, этих высматривают всяких там. Живность поесть, а так просто силы тратить. Цветы вот эти похожи на наши люпины, такие у нас в июне, по-моему, они цветут. Чувствуешь нехватку кислорода? Поначалу, да, сейчас Получше? уже нормально, да. Мне запах вот нравится, свежо тут, растениями пахнет. Ощущаю себя в деревне своей по запаху. О, смотри, опять расправил крылья. Ну, может быть. Нет, там что-то... Опа! И пропал. Исчез просто. Ну, Дымки. туда, Они все туда, да, перелетают. Ну, все и туда. Этого нам достаточно. Ребята, здесь есть акватермалис, типа зиплайна что-то и квадроциклы. Сейчас посмотрим. Сейчас полезем в баньку. Сколько тут градусов? Оу, теплая вода. Людей, правда, много. У нас есть час здесь времени. Пойдем искупаемся. Здесь внизу вот еще есть одно место. Сервис так себе здесь. По-перуански такой. Да. Но вода теплая. Как тебе вообще приключения наши сегодняшние? Вот помылся. Наконец-то, да? Хорошо. Так, тяжело ехать, потому что мне не понравилось облака. Кондоры не летали, крокодил не ловится, кондор не летает. Для разнообразия пойдет. Мачу-Пикчу поинтереснее намного. На велосипедах, смотрите, катаются. Так вид, конечно, неплохой, красиво. Фотосессия продолжается. Все, мы искупались, выходим, у нас время закончилось. Идем к автобусу. У нас остается только обед. Не знаю, будем обедать или нет, посмотрим, что там в меню. И поедем уже до дома. Нам 4 часа еще добираться до Арекипа обратно. Мы задержались, как обычно, из-за наших девчонок. Здесь принято опаздывать, но нам это вышло сегодня боком. Наша маршрутка уехала. Мы задержались на 20 минут. И сейчас решаем вопрос, как быть, что делать. Есть вариант с такси. Здесь, в принципе, недалеко. Тут все по минутам нам сказали расписано, и поэтому нас не стали ждать. Маршрутка уехала на обед в другое место. Взять такси до этого места 30 солей. Ну, я не знаю, сейчас будем что-то решать. Это породистая вообще собака. Лысая. Хохлатая называется. Высота 4700 почти. Мы уже на уровне снега. Как ты, Сань? Жив? Ты тут? Нет, тут. Да что-то я опять задыхаюсь. Чувствую, не хватает кислорода. 4838. В молоко в какой-то въехали, уже ничего не видно. Это все облака, облачность. Если это, Марсель? Corso. Смотри, их много. Мы ехали здесь. Lo que pasa es que como hay tanto problema en nuestro país, la gente está marchando por la vida para que respeten la vida. В общем, манифестации за жизнь. Смотрите, свадьба, ребята. Такая же машина, как у вас, похожа. О! Что бы это значило, ребят? Подходим к нашему отелю, чуть-чуть остается. Мы вышли из отеля. Идем сейчас есть в наше кафе, которое мы только что нашли. Y vamos a probar rocoto relleno de Rocoto. Arequipa. Рокотто риено. Перец фаршированный по-нашему, в общем-то. Вот ресторан называется Chira Fusion. Рестобар. Vamos. Люди вот. Уху. Сейчас в Арекипе достаточно прохладно, 13 градусов всего. Нам принесли чай с чабрецом. Пахнет просто бомба. Лиса сделала фоточки. Ошибся, это не чабрец. Очень похож запах. Называется травка муньян. Я уже ее здесь пил, кстати. Лисе принесли ломо сальтадо. Она вроде довольна. Пахнет классно. Смотрите. И он, что самое главное, с картошкой. Андино называется. Это перуанская картошка разноцветная внутри.
Очень классно смотрится, пахнет просто супер. Ну и мне принесли перец рокотто риено, то есть фаршированный перец. Он с чем-то подается, с картошкой, по-моему, с такой слоеный. Класс вообще. Сейчас буду пробовать. Здесь сыр еще внутри перца. Соусом полит. Я думаю, будет классно. Потому что, в принципе, если выглядит блюдо классно, скорее всего, оно будет очень вкусно. Ау. Давайте попробуем. Обалденный перец. Знаете, он сочный, как он внутри. Это нереально вкусно, очень вкусно. Просто супер. ¿Вкусно? Muy. Súper очень вкусно. Buen provecho, mi vida hermosa. Guapo. Так. На 81 соль вышел наш ужин. Меньше, где-то 2000 рублей. 2200 получается. Очень классное место, всем рекомендую. Gracias. Готовить прямо, смотрите. Ломо сальтадо. Ломо сальтадо? Ah. Similar al lomo saltado, necesitamos ahumado para Ah, que tenga sí. sabor ahumado. Ajá. Ah. Mi compañera me dijo que comieron camarones. Sí, los camarones están en veda. Hasta el 1 de abril. Ah. 1 de abril hay camarones. Ah. Pueden probar. Próxima semana. Okay, thank you so much. Muchas gracias. Comimos muy rico, estaba exquisito, la atención muy buena, todo riquísimo, la verdad. Mañana vamos a regresar. Очень вкусно, да, очень вкусно. Хорошие люди, дружелюбные, такие приветливые. Все классно. Нам очень понравилось. Завтра у нас тур опять в 6 утра, надо будет проснуться пораньше. Сейчас идем в номер, выпьем, может быть, чай еще, кофе там и будем отдыхать. Все, ребят, до завтра. По кофе в отеле и спать. У нас уже воскресенье, сейчас отправляемся в очередной тур. Все в сборе. Сегодня немножко попозже, уже рассвет у нас. Вроде как будет соляное озеро. В общем, все покажу. Наша экскурсия началась вот с такой церкви. Была небольшая постройка, просто как деревенская церковь, деревянная. Потом, так как тут землетрясения частые, 2 больших землетрясения было, последнее в 2001. Разрушилась первая постройка, и потом начали строить уже вот в таком стиле каменном. Возможно, там наверху были фигуры раньше. Я этого экскурсовода спросил, он говорит, не стану обманывать, не знаю, но, скорее всего, из-за землетрясения они упали. Потому что похожие места, как будто там вверху были фигурки святых, скорее всего. На завтрак кофе. Ты чай, да? Чаек С ромашкой. Мелагрос кофе. Или сет кофе. Листья коки, как обычно. Чай заварить, пожевать. Мента муния, то, что мы вчера пили, чай. Ну и анис. Все то же самое, да. Еще нам принесли сэндвич, типа такой горячий. Можно выбрать с яйцом или с сыром. Можно взять и с яйцом, и с сыром. Мы взяли все с яйцом и сыром, Мелагрос с сыром только. Ребята, посмотрите на фоне. Это прекрасно. Вулкан. Он, по-моему, говорил, это вулкан Мисти называется. Мне нравится из-за видов Арекипа. Здесь, конечно, тут вид на вулканы. Интересно, чем люди думают, когда они свою жизнь строят. Рядом с вулканом, да? Ну, реально он так достаточно близко, кстати, вулкан. Да. Если начнет извергаться, здесь, ну, лава, понятно, что до сюда не дойдет, но пепел, это же тоже проблема. И, кстати, один из них, они же вчера говорили, он дымящий, прямо сейчас дымит. 3 вулкана здесь, больших. Ну, я вчера показывал, да, когда мы ехали на смотровой площадке. А вот раз. Otra vez, a ver. Ahí aprendido, ya. Pero tiene que darle algo, porque si no después ya no. Un premio. У нас солнышко выглянуло, становится сразу теплее. А так здесь ночью прохладно весьма. В Арекипе ночью 12 градусов, по-моему, было. Терпимо, да. Куско холоднее. В Куско холоднее, да. Ну, в Куско высота 3 с чем-то, а в Арекипе 2200. У нас остановка вот на фоне вулкана сфотографироваться. Смотрите, хороший вид. Красиво. Растения интересные, горные местные. Esta hojita tiene unos foliolos, se llama foliolos, que tienen la capacidad de absorber la humedad de la zona. Absorben toda esta humedad de la neblina, lluvias, y eso lo trasladan a la tierra. Поплохело?
Да и спать сразу хочется. Кислорода мало. Состояние так себе. Гора похожа на гору вот этой 7 цветов, которая на фоне неба еще голубого такого. Красивый вид. Что там нашел? Клад? Похоже на вот это, куда вы не пошли. 7 цветов, вот эти горы. Вот смотри, прям очень похоже. Ну это руда, наверное, да? Ну, разные минералы такой цвет создают. Это железо какое-то. Как эти, как Это фламинго. фламинго похоже. Да, и он стоит. Да, фламинго. Они не плавают, они ходят. Они ходят, смотри. Ай, фламинго, Мира. Ай. Фламинго вон там вдалеке. Сельский туалет. Лучше кайфа нет. Видите, как смывают сервис. Мы тут остановились, чтобы покормить альпак. Смотрите, вот травкой кормят альпак. Дай-ка попробуем. Он какой-то кристальный. Ой, приятный такой, слушай. Вулканический, что ли? Глянь, красивый. Только там светлее. Да, он вот от той горы идет. Цвет такой у него прикольный, интересный. И он только на ну, немного его, да, как-то, смотри. Как-то частями он. Ну, там, по-моему, еще чуть-чуть. Такая местность интересная. Для кошачьего туалета. Для кошачьего туалета, да, сойдет вообще. Мягкий такой, приятный на ощупь. Озеро соляное. Вот здесь оно такое уже, как это сказать, без воды, да? Подзасохшее. Вот это соль вся. Видишь? Это не альпака. Это как раз ламы травку щиплют. Такой газон подстриженный. По-моему, это ламы. У них шеи длинные. Красиво, конечно, такие просторы. Интересная природа. И небо голубое. Красиво город смотрится с голубым небом. Вулкан вон он. У нас фотосессия. У вас хорошо получается, да? Смотрите, интересная фотка получается. Видите, Марио получится большим, и ребята на фоне. Как будто держат его за руку, да? У нас перекус с большой кукурузой местной перуанской, с такими огромными зернами. И белый сыр. Сыр пахнет так, да? Прям по-деревенски. Да, вкусно. Деревенский сыр, ну такой сразу. Очень вкусно. Да, сыр очень вкусный. Кукуруза Соскучился. сварена еще хорошо так. Вкусно очень. Лисет он еще одну взяла. Облака опустились, смотрите. Погода изменилась вообще. Это все облака плывут. В таких условиях мы передвигаемся. Ужасно здесь обрыв повсюду. Нам еще долго спускаться. Спереди вообще ничего не видно. Туман, пелена. Как он едет там. Тут еще знаки камнепады. То есть все какое-то влажное. Машины еще встречаются. И достаточно узкая дорога. Я не знаю, как тут дальше разъезжаться мы будем. Сейчас будем есть куя. Лук у нас, картошка и кукуруза чуть-чуть. Пробую куя первый раз в жизни. Похоже на курицу и кролика. Вот. Вкусно. Вкусненько. Поели, сейчас возвращаемся в Арекипу. Решил подзаснять. Такая тишина здесь. Птички только поют. Деревня. В том же кафе, что и там же, где и завтрак. Что нас высадили в центре. Идем сейчас домой переодеться в отель и потом покушаем чего-нибудь. Давайте вам Лиму немного, ой, точнее Арекипу немножко покажу. Улицы. Это такая городская часть, центральная, историческая. Интересно. Балконы красивые, интересные тоже. Ну что, наш финальный вечер в Арекипе. Я заказал себе медальон из альпаки. У Саши то, что я вчера ел, перец ракотта, фаршированный. Как тебе, Сань? Нормально? Зачетно, да? Мила заказала сальчипапа. Ты густо? Мила? Марсита? Соп. Соп. Смехо. Так, ладно, погнали есть. Ой, мягкая такая, слушай. Sí? ¿Listo? Sí, claro. ¿Ah? Me gusta mucho. ¿Да? ¿Вкусно? Ого. Очень мягкая, вообще отлично. Такая в винном соусе. Acá hay más comensales. Más comensales. Más gente. Muy rico, ¿ah? Me gusta.
Ya. Vamos a comer. Готовит просто супер. Очень вкусно. Рекомендуем. Второй день. Прогуливаемся. Это Пласа де Арма, центр самый, такая площадь. Вон кафе везде по кругу, на балкончиках. Идем сейчас домой, смотрите, дом заснял красивый. Мне понравился так. Отреставрирован хорошо. Идем до дома. Ночные улицы. Сейчас посидим, наверное, в отеле, выпьем чай, кофе и пойдем спать. Завтра у нас вылет в Лиму. Ну, центр исторически красивый, конечно. Если бы его отреставрировали весь, как вот этот дом, было бы вообще обалденно. Вот, как, я не знаю, 17 век. Красиво. Всем доброе утро. У нас завтрак. И потом поедем в аэропорт. Хотел показать еще раз напоследок наш отель. Симпатичный достаточно, мне понравился. Как вы думаете, что это такое? Раньше было дом, не знаю, или отель, тоже старый. Здесь как барная стойка, похоже. Возможно, что старый отель. Симпатично. Называется Эль Балкон, как камин. Диванчик. Интересно. — 7 утра, так прохладно, классно, воздух свежий. Так, идем завтракать все-таки. Наш завтрак: омлет, тосты, сок, папайи, наверное, и хлеб, кексы тут, хлеб, тост. Здесь это называется кафе Пассадо. Вот делают концентрат кофе, типа чай, как у нас. Наливают потом в кружку и разбавляют водой. Я. Лисет купила подарки тут. Смотрите. Своим работникам на работе, знакомым из Арекипы. Ага. Там Смотри, пожалуйста. Кондор. De Colca. Олька. А. Espera. Ага. О. Y Perú. Смотри, пожалуйста, смотри. Perú. ¿Cómo se llama este mercado? San Camilo. San Puede Camilo. encontrar más barato acá. Да, большой. Булки продают. Такой рынок. Первый день мы здесь завтракали. Арекипская папайя. Такая малюсенькая. Интересно. Папайя маленькая, арекипская. Сорт такой. Смотрите, какую гуаяву взяли. Ну, сейчас мы будем есть и покажу. Я буду есть первый раз такую гигантскую гуаяву. Смотрите, как видно вот этот вулкан на фоне. Обалдеть. Там вдалеке. Конечно, если сюда забраться наверх, сюда можно попасть на самый верх. Можно кофе попить, там посидеть. С таким видом на гору. Обалденно. Итак, Александр пробует гуаяву. Первый раз? Первый раз пробуешь? Угу. Давай. Классно. Как тебе запах? Ну, что-то знакомое. Ну, вряд ли ты пробовал. Запах, ну, что-то напоминает. А, в этом смысле. Ну, пойдет. Пойдет? Не то? Может, это не то? Сейчас я попробую. Попробуй, не сильно сладкий. Да? Блин. Я прям Напоминает, знаешь что? разочарован. Клубнику. Саня говорит, клубнику напоминает. Ну, мягкое, пастовое что-то. Не сильно сладкое. Нет, это то же самое, да. Такой должен быть. Да. Мне вообще нравится, очень вкусно. Семечки не раскусишь, да? Да, это именно то, что не надо. А мне вообще нравится. Их проглатывать можно? Да, я проглатываю. Очень вкусная. Мягкая. Ароматная. Ну, прям клубника запах. Тебе клубнику напомнил? У нее такой запах очень сильный, ароматный. Цветочный Да, какой-то, пахнет вообще. фруктовый. Пахнет классно. Не, почему? Она сладкая. Отличная. Прям как везде. Я пробовал. Не слаще банана. Не слаще. Она не должна быть. Ну, то есть, это очень вкусно. Я почему-то в Лиме не видел. Вообще все думал, что гуаявы нет. Сейчас доедаем, пойдем вещи собирать. Все готово. Мы выселяемся. И едем сейчас в аэропорт.
У Лисет интервью берут. Первый канал, Арекипа. Suéltate, relájate. Estudiantes, saber cómo se pueden manejar, cómo pueden ver qué tipo de campus o especialidad tienen para dar pues, mayor a su ámbito profesional. Перед вылетом мы приехали вот на площадь, которой первый день были, пофотографироваться еще вот на фоне вулкана. Такие арекипские улочки. И здесь находится, называется пикантерия. То есть это вот с местной едой такие кафешки. Работают до вечера. Вечером где-то до 6 и все. Больше не работают. Потом только рестораны. Это más famosa? Это самая известная пикантерия в Арекипе. Да-да-да. Сегодня мы собрались, готовим шаверму. Тут у нас уже все готово, соус чесночный как надо. Хотел дозаписать наше видео, спросить: Александр, как тебе наша поездка в Арекипу? Давай закончим, подведем итоги. Тяжело. Тяжело? Вообще понравилось? Ну, сравнивая с Лимой даже, что понравилось, что не понравилось? Ну, мне Лима больше нравится. Я вообще не люблю холод. Там было прохладно. Потом эти горные местности, голова всегда болит, всегда себя чувствуешь как будто что-то не то, как-то не очень приятно, некомфортно. Плюс холод, на улице холодно, в гостиницу заходишь, там нету батарей, как у нас дома, там тоже холодно, под одеялом прячешься, лежишь. В общем, так себе. Все эти поездки, все было по серпантину, очень опасно, везде знаки камнепада. Да, вот эта последняя экскурсия странная немного. И первую, ну и вот когда ночью нас забирали тоже по серпантину, он там обгонял, и дороги узкие, везде стоят крестики, что люди там погибали то ли от камнепада, то ли от аварии, неизвестно, но как бы ощущение было не очень. Да, кстати, много вот по этим дорогам крестиков стоит, то есть Да. люди гибли, не знаю, падали во враги как-то. Ну там реально есть места, где прям ты смотришь и под тобой бездна. Страшновато. Когда еще это скользко и знаки вот эти камнепад, и узко. В некоторых местах вообще сложно разъезжаться с машинами, есть и встречные машины. Я сразу вспомнил Бодрова. Ну, как бы такие места очень опасны на самом деле. То есть в любой момент может что угодно произойти. И, как бы красота Арекипы того не стоит, чтобы так рисковать своей жизнью. Как бы, ну, посмотреть, как бы, если ты уже здесь, можно посмотреть, съездить. Необычный город. Ну, большинство едет в Арекипу как раз, чтобы вот на экскурсию на каньон Колка съездить. Каньон Колка. Тебе понравился? Приехали вот там, я что-то ожидал другого. Не оправдались ожидания, почему? Да, для меня слово каньон это что-то оранжевое, круглое. Мы когда приехали, там просто, ну, как впадина получается. И было облаками затянуто все. То есть не видно самой глубины этого каньона, а он самый глубокий, да, считается? Ну да, нам не повезло, то, что облака. В Китае, по-моему, самый глубокий, там 5 с чем-то километров, а Колка вот 3-е место занимает. В Перу есть еще глубже. Еще глубже. Да. Но до него сложно добраться, название не помню. В Китае самый глубокий. Также все приезжают, да, посмотреть этих грифов. Грифы не летали. Возможно, тоже из-за того, что облачно было. Непонятно. Погода нелетная. Вот. Экскурсовод нас не ждал. Увидим мы что-то, не увидим. Завернулись и уехали. Насколько мы? 20 минут, 30 мы побыли и все. Ну да, это вот минусы организованных туров. Потом я был в Куско на горячих источниках, мы купались, там было все Агуаскалентес, точнее, когда на поезде едешь с Куско на Агуаскалентес, там тоже есть горячие источники.
И мне там больше понравилось, там как-то спокойно, людей меньше. А где мы были, там, в Арекипе, нас туда привезли, там какая-то суета, море туристов, не пробиться к этим кабинкам, не переодеться. Не работают ни замки, ничего, никто ничего не контролирует, ни вещи. То есть в Агуаскальентес все там смотрели. Я ключ даже забыл, кстати. И ничего не вытащил. Я душ принял перед тем, как пойти купаться. Я оставил ключ, пошел. Мы купаемся, а потом меня жена спрашивает, а где ключ? Я говорю, я не знаю, я побежал. И он там, Я да? вынырнул, сразу побежал. Они его взяли. К себе, То да? есть там были проверяющие. А где мы были, там никого не было. Ты помнишь? Никого. Никто Смотри, ничего- переворачивать не надо. Никто ничего не проверял. О, красота, смотрите, ребят. У нас это итоги поездки вместе с шашлыком. Соевый соус, да, чуть-чуть. Соевый соус, соль, перец, чуть-чуть масла растительного. И вот такая, смотрите, бедрышки берем. Бедрышки на шаурму, потому что они сочные очень. Ну, вы видите, сочные какие. В общем, и Куско, я считаю, гораздо красивее и развитее, чем Арекипа. Если есть выбор между Арекипой и Куско, я бы посоветовал Куско, и в Арекипу можно даже и не ехать, особенно там ничего и не увидеть. Ну да, в основном из-за каньона люди едут увидеть каньон. Были там русскоговорящие тоже, ждали этих грифов, тоже не дождались, сказали 40 минут, да, там они постояли, не дождались и уехали тоже. Вот так вот. Мне, в принципе, поездка понравилась. Один раз съездить точно стоит. Все, всем, ребят, пока. До связи из Перу, до следующих видео.